Всем привет! С вами канал со сложным названием datchaklapmd.ru, и давайте разберемся, что же нового будет в Ладе Весте FL. С момента своего появления в 2015 году Лада Веста проделала путь от простого седана до целого семейства автомобилей с разными типами кузова, моторами и коробками передач. Модель регулярно входит в число бестселлеров, на данный момент уступая на российском рынке по продажам лишь более дешевой Ладе Гранте. Теперь настал черед рестайлинга, который может состояться уже в течение ближайших месяцев, а может и не состояться, это же АвтоВАЗ. В начале этого года было объявлено о максимальном усилении сотрудничества между румынским брендом Dacia и российской Ладой, которые разделят основные узлы и агрегаты, а также ключевые элементы дизайна. О дизайне рестайлинговой Лады Весты можно судить по шпионским фотографиям тестовых прототипов и инсайдерским данным, согласно которым обновленная Веста будет отличаться от нынешней версии зауженной фронтальной оптикой, прямоугольными противотуманками, измененными фонарями, а также новым передним бампером, в котором интегрируют парктроники. Да, мне тоже, как и вам, непонятно, что они там так долго обкатывают. Интерьер Лады Весты тоже ждут изменения. Так в салоне появится новое мультифункциональное рулевое колесо, а в центре передней панели установят вертикальный экран-планшет информационно-развлекательного комплекса. Подобное решение сначала использовали марки Tesla и Volvo, однако впоследствии оно получило широкое распространение, в том числе и среди массовых брендов. Скажем, в рамках Renault Group такую конфигурацию экрана мультимедиа имеют европейские версии кроссоверов Arcana и Captur, а также хэтчбэк Clio нового поколения. При этом вертикальный планшет получат только топовые версии Лады Весты, тогда как младшим вариантам достанется стандартный дисплей новой мультимедийной системы, которые уже начали оснащать автомобили АвтоВАЗа. Комплекс предусматривает интеграцию смартфона, поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляет доступ к сервисам Яндекса, в том числе к музыке и навигатору. Кроме того, вместе с рестайлингом Лада Веста получит модернизированную приборную панель, где между циферблатами спидометра и тахометра появился дополнительный цифровой информационный дисплей. В списке доступных вспомогательных систем появилась функция мониторинга слепых зон. АвтоВАЗ постепенно выводит из линейки модификаций нынешней Лады Весты варианты с самым мощным 122-сильным 1.8-литровым двигателем из-за низкой популярности таких версий по сравнению с автомобилями с 1.6-литровыми агрегатами. Впрочем, Vesta FL должна сохранить этот мотор, который подвергнется существенной модернизации. По неофициальным данным, 1.8-литровую четверку форсируют до 136 лошадиных сил, а уровень вредных выбросов адаптируют под экологическую норму Евро-6, благодаря чему модель снова можно будет поставлять в страны Евросоюза. Кроме того, в гамме двигателей останется вазовский 1.6-литровый мотор мощностью 106 лошадиных сил, действующий вместе с механической коробкой передач, а также 113-сильный двигатель Renault такого же объема, работающий в тандеме с вариатором. Именно на версии с этими двумя агрегатами на данный момент приходится подавляющее большинство продаж модели. Изначально предполагалось, что обновленная Лада Веста дебютирует в августе 2020 года в рамках московского автосалона, отмененного из-за коронавируса. Пандемия внесла коррективы в планы и самого АвтоВАЗа, перенесшего премьеру рестайлинговой модели на начало 2021 года, которая пока так и не состоялась. Тем не менее, представители Волжского автозавода уже объявили о начале подготовки предприятия в Ижевске к выпуску обновленного семейства. Ладу Весту FL должны официально представить уже в нынешнем году, однако ждать ее появления в салонах раньше 2022 года не стоит. Тем более, что недавно посетившая Ижевский завод комиссия АвтоВАЗа нашла ряд серьезных недостатков у обновленной модели. Специалисты обнаружили скрипы в передней панели, перекос дефлекторов воздуховодов, отщелкивание бамперов и другие недочеты, в результате чего подготовку к запуску модели пока признали неудовлетворительной.
Ну а на этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам Lada Vesta FL и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что АвтоВАЗ должен делать автомобили на порядок лучше. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.